Привет! Тема «Британская философия». Это первая часть, всего их будет 4. Британская философия относится к философской традиции британского народа. Исконные черты британской философии таковы: здравый смысл, нелюбовь к усложнениям, сильное предпочтение конкретного абстрактному и определенная честность метода, в который время от времени вкладываются поэтические жемчужины. Ансельм Кентерберийский был выдающимся философом и теологом католической церкви, занимавшим должность архиепископа Кентерберийского с 1093 по 1109 год. Ансельм известен как создатель онтологического аргумента в пользу существования Бога и теории удовлетворения искуплением или теории сатисфакции. Работы Ансельма считаются как философскими, так и теологическими, поскольку они стремятся представить христианские догматы веры, традиционно принимаемые за богооткровенную истину в виде рациональной системы. Аргументацию Ансельма можно резюмировать следующим образом. Это концептуальная истина, или, так сказать, истина по определению, что Бог – это существо совершенное, которого невозможно себе представить. Бог существует как идея в уме. Существо, которое существует как идея в уме и в реальности больше, чем существо, которое существует только как идея в уме. Мы не можем вообразить нечто большее, чем Бог, ибо противоречиво предполагать, что мы можем вообразить существо, превосходящее самое величайшее из возможных существ, которое только можно вообразить. Бог существует. Также Ансельм приводит еще один аргумент в том же духе. Бог – это существо великое. Если Бог существует в уме как идея, то Бог обязательно существует в реальности. Итак, Бог существует в уме как идея, следовательно, Бог обязательно существует в реальности. Теория выражается следующим образом. После распятия Иисуса Христа человек освобождается от вечных наказаний. Но на человеке остается еще долг, для полного погашения которого он должен принести Богу свой собственный выкуп, вытерпеть известную меру временных наказаний. Этот выкуп обязательно должен быть пропорционален с мерой грехов и называется сатисфакцией или удовлетворением. С этой точки зрения объясняется прежде всего факт земных скорбей. Ансельм предположил, что мы в долгу перед Богом. Человек и ангел должны отдать Богу долг, и никто из тех, кто платит этот долг, не совершает греха, но каждый, кто не платит его, грешит. Это справедливость или прямолинейность воли, которая делает существо справедливым или непорочным сердцем. В целом, долг создает дисбаланс в моральной вселенной. Согласно Ансельму, Бог не может просто игнорировать это. Уильям из Шервуда был средневековым английским философом-схоластом, логиком и учителем. О его жизни мало что известно, но считается, что он учился в Париже и был магистром в Оксфорде в 1252 году. Он был автором 2 книг, которые оказали важное влияние на развитие схоластической логики. «Введение в логику» и «Синкатегорематика». Это первые известные работы, систематически рассматривающие то, что сейчас называется теорией предположений, и оказавший влияние на развитие логики в целом. По словам Роджера Бэкона, Уильям из Шервуда был одним из наиболее известных мудрецов христианского мира. Роджер Бэкон был английским философом и монахом-францисканцем, который уделял значительное внимание эмпирическим методом. Иногда его считают одним из первых европейских сторонников современного научного метода, вдохновленного работами Платона и Аристотеля через ранних исламских ученых, таких как Авиценна и Авероис. Бэкон считал, что только математика как наука наиболее достоверна и несомненна. С ее помощью можно проверять данные всех остальных наук. Кроме того, он утверждал, что математика самая легкая из наук и доступна каждому. Бэкон выделял 2 типа
опыта. Первый – реальный жизненный опыт, который можно приобрести только в процессе жизни. И второй опыт – доказательства, полученные через внешние чувства. Он касается только материальных предметов, но существует еще духовный опыт, утверждал Бэкон, который возможно познать только избранным людям через мистическое состояние, через внутреннее озарение. Данная идея предвосхитила собой появление идеи об эвристическом озарении и роли интуиции в науке. Роджер Бэкон активно занимался алхимией, астрологией и оптикой. Пытался внести в алхимию элементы науки. Подразделял алхимию на умозрительную, теоретическую, которая исследует составы происхождения металлов и минералов, и практическую, занимающуюся вопросами добывания и очистки металлов, приготовления красок и тому подобное. Считал, что алхимия может принести большую пользу медицине, предвосхитив в некоторой степени идеи Парацельса. Джон Дун Скотт был выдающимся философом и теологом высокого средневековья. Он хорошо известен своей концепцией однозначность бытия, формальным различием и идеей случайности. Однозначность бытия гласит, что существование – это самое абстрактное понятие, которое у нас есть, и оно применимо ко всему, что существует. Формальное различие – это способ развлечения различных аспектов одной и той же вещи, таким образом, что различие является промежуточным между тем, что является просто концептуальным, и тем, что полностью реально или не зависит от разума. Идея случайности – это идея данности, концепция, которая обозначает дискретные качества, свойства или характеристики вещи, которые делают ее конкретной вещью. Уильям Оккам был английским монахом и философом-схоластом. Пожалуй, больше всего он известен своим принципом бережливости, известным как бритва Оккама. Утверждается, что этот фактический термин не встречается в его трудах, а скорее обобщает принцип, который он выразил, например, следующим образом. Множественность никогда не должна устанавливаться без необходимости. Бесполезно делать с большим количеством вещей то, что можно сделать с меньшим количеством. Обычно это относится к развлечению двух гипотез, либо путем отбрасывания ненужных предположений, либо путем разделения двух сходных выводов. Привет! Я продолжаю говорить о британской философии. Это вторая часть. Фрэнсис Бэкон был английским философом, государственным деятелем, ученым, историком, юристом и писателем. Он занимал посты генерального прокурора и лорда-канцлера Англии. Хотя его политическая карьера закончилась позором, он оставался чрезвычайно влиятельным благодаря своим работам, особенно как философ-сторонник и практик научного метода и инициатор научной революции. Бэкона называют отцом эмпиризма. Его работы создали и популяризировали дедуктивные методологии научного исследования, часто называемые методом Бэкона или просто научным методом. Его требование о плановой процедуре исследования всего естественного ознаменовало новый поворот в риторических и теоретических рамках науки, большая часть которых и сегодня все еще окружает концепции надлежащей методологии. Его самоотверженность, вероятно, привела к его смерти, что привело его в редкую историческую группу ученых, которые были убиты в результате своих собственных экспериментов. Известно, что он умер от пневмонии. Достоинство науки Бэкон считал почти самоочевидным, однако на науку делалось много нападок. Проанализируя их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы. Наоборот, он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Люди только должны понять, что существует два рода познания. Познание добра и зла, познание сотворенных Богом вещей. Познание добра и зла его дает Бог через Библию, а познавать сотворенные вещи человек должен с помощью своего ума. Наука должна занимать достойное
место. Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество людей, обеспечивать им богатую, достойную жизнь. Бэкон говорил, что открытия делались случайно, не методически. Их было бы гораздо больше, если бы исследователи были наделены правильным методом. Метод – это путь, главное средство исследования. В основе научного познания, согласно Бэкону, должны лежать индукция и эксперимент. В своей теории познания Бэкон неукоснительно проводил мысль о том, что истинное знание вытекает из чувственного опыта. Такая философская позиция называется эмпиризмом. Бэкон и был не только его основоположником, но и самым последовательным эмпириком. Бэкон разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на 4 группы, которые он назвал призраками или идолами. Это призраки рода, призраки пещеры, призраки площади, призраки театра. Призраки рода проистекают из самой человеческой природы. Они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и искаженном виде. Призраки пещеры – это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретенные, ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Призраки площади, рынка, следствие общественной природы человека, общения, использования в общении языка. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Призраки театра – это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие беззаботности. Томас Гоббс был английским философом, которого сегодня помнят за его работы по политической философии. Его книга «Левиафан», вышедшая в 1651 году, заложила основу для большей части западной политической философии с точки зрения теории общественного договора. Гоббс был сторонником абсолютизма, но он также развил некоторые основы европейской либеральной мысли. Права личности, естественное равенство всех людей, искусственный характер политического порядка, который привел к более позднему различию между гражданским обществом и государством. Мнение о том, что любая законная политическая власть должна быть представительной и основываться на согласии народа, а также на либеральном толковании закона, который оставляет людям свободу делать все, что закон прямо не запрещает. Гоббс также внес свой вклад в самые разные области, включая историю, геометрию, физику, теологию, этику, общую философию и политологию. Его представление о человеческой природе, как о своекорыстном сотрудничестве, оказалось устойчивой теорией в области философской антропологии. Он был одним из ключевых основоположников философского материализма. Тремя классическими британскими эмпириками раннего нового времени считают Джона Лока, Джорджа Беркли и Дэвида Юма. Термин «британский эмпиризм» относится к философской традиции Великобритании, которая была воплощена этими мыслителями, хотя у этой традиции действительно были предшественники, восходящие к Роджеру Бэкону. Джон Лок был английским философом, представителем эмпиризма и либерализма. Он считал, что все объекты понимания являются идеями, причем идеи существуют в уме сознания. Нет никаких врожденных идей с рождения, все знания основаны на опыте. Кроме того, существуют также простые идеи и сложные идеи. Простые идеи приходят через органы чувств, и они простые и не смешиваемы. Сложные идеи – это простые идеи, которые были объединены и связаны между собой с помощью абстрагирующей деятельности ума. Лок также несет ответственность за раннюю теорию личностной идентичности. Он думал, что то, что мы остаемся одним и тем же человеком от одного времени к другому, состоит не в том, что у нас одна и та же душа или одно и то же тело, а то, что это один и тот же ряд психологических связей. Для Лока быть личностью значит быть разумным мыслящим существом, которое может познавать себя и оставаться одним и тем же мыслящим существом в разное время и в разных местах.
Что касаемо мировоззрения, общие принципы мировоззрения Лока сводились к следующему. Вечный, бесконечный, премудрый и благой Бог создал ограниченный по пространству и времени мир. Мир отражает в себе бесконечные свойства Бога и представляет собой бесконечное разнообразие. В природе отдельных предметов и индивидуумов замечается величайшая постепенность. От самых несовершенных они переходят незаметным образом к наисовершеннейшему существу. Все эти существа находятся во взаимодействии. Мир есть стройный космос, в котором каждое существо действует согласно своей природе и имеет свое определенное назначение. Назначение человека, познание и прославление Бога, и благодаря этому блаженство в этом и в ином мире. Естественное состояние – состояние полной свободы и равенства при распоряжении своим имуществом и своей жизнью. Это состояние мира и доброжелательности. Право на собственность является естественным правом. При этом под собственностью Лок понимал жизнь, свободу и имущество, в том числе интеллектуальную собственность. Свобода по Локу представляет собой свободу человека располагать и распоряжаться как ему угодно своей личностью, своими действиями, всей своей собственностью. Под свободой он понимал в частности право на свободу передвижения, на свободный труд и на его результаты. Лок – теоретик гражданского общества и правового государства. Лок предложил принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и федеративную. Лок считал, что государство создано для гарантии естественного права, жизнь, свобода, имущество и законов, мир и безопасность. Оно не должно посягать на естественное право и на закон, должно быть организовано так, чтобы естественное право было надежно гарантировано. Лок считал правомерным и необходимым восстание народа против тиранической власти, посягающей на естественные права и свободу народа. Джордж Беркли был ирландским философом, эмпириком и идеалистом. Беркли соглашался с Локом в том, что существует внешний мир, который порождает идеи в сознании, но Беркли стремился доказать, что внешний мир также состоит исключительно из идей. Беркли считал, что идеи, которыми мы обладаем, могут только напоминать другие идеи, не физические объекты. И таким образом внешний мир состоит не из физической формы, а скорее из идей. Этот мир был наделен логикой и регулярностью, некой другой силой, которой, по заключению Беркли, был Бог. Беркли знаменит своим девизом «Существовать значит быть воспринятым или воспринимать». Это означает, что нет никаких других вещей, кроме идей, умов, сознаний, которые их содержат. Не существует такой вещи, как независимая от разума сущность. Дэвид Юм был шотландским философом, экономистом и историком. Его идеи относительно свободы воли, детерминизма, причинно-следственной связи, личной идентичности, индукции морали до сих пор вызывают дискуссии. Юм прекрасно описал проблему индукции. Он утверждал, что индуктивное рассуждение не может быть рационально использовано, поскольку для обоснования индукции нужно было бы либо привести обоснованный дедуктивный аргумент, либо индуктивно сильный аргумент. Но нет веского дедуктивного аргумента в пользу индукции. И просить индуктивный аргумент для обоснования индукции означало бы задавать вопрос. Проблема причинности Юма связана с проблемой индукции. Он считал, что нет эмпирического доступа к предполагаемой необходимости связи между причиной и следствием. Стремясь оправдать убеждение в том, что А вызывает Б, можно было бы указать, что в прошлом Б всегда внимательно следовал за А как в пространстве, так и во времени. Но особая необходимая связь, которая, как предполагается, является причинно-следственной связью, никогда не дается нам в опыте. Мы лишь наблюдаем постоянное стечение событий, в чем нет никакой необходимости. Что касается личной идентичности, то Юм был сторонником теории связок. Он сказал, что нет надежного «я», к которому привязывались бы свойства. Опыт лишь показывает нам, что существует лишь совокупность восприятий.
Адам Смит был шотландским философом-моралистом, экономистом. Его обычно называют отцом современной экономики. Учение Адама Смита является основой экономического либерализма и концепцией невмешательства государства в экономические процессы. В исследовании о природе и причинах богатства народов раскрываются взгляды Смита на экономику. Данное исследование является главным произведением философа. Главной темой Смит называл экономическое развитие. Автора интересовали взаимоотношения людей в процессе производительного труда, распределение дохода, накопление капитала для экономического развития, необходима свобода внешней торговли, отмена ограничений на покупку и продажу земли, отказ от регламентации промышленности и внутренней торговли, ликвидация всех факторов, сдерживающих мобильность трудовых ресурсов. Целью налоговой политики должно быть только поддержание доходов на необходимом уровне, но не регулирование производства и спроса. Смит был категорически против руководящей роли государства в экономике. Привет! Тема «Британская философия» – это третья часть. Джереми Бентам был философом, юристом и социальным реформатором. На сегодняшний день он хорошо известен тем, что положил начало традиции классического утилитаризма в Великобритании. Утилитаризм – это теория нормативной этики, которая утверждает, что поступок является морально правильным тогда и только тогда, когда этот поступок максимизирует счастье или удовольствие. Классический утилитаризм считается гедонистическим, потому что он рассматривает удовольствие как единственное внутреннее благо, а боль как единственное внутреннее зло. Утилитаризм был описан Бентамом как принцип величайшего счастья. Утилитаризм Бентама известен тем, что он утверждает, что для определения правильности или неправильности поступков следует использовать исчисление счастья. Он делал это, измеряя количество боли и удовольствия от различных действий. Джереми Бентам был сторонником свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и телесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалов, выступал за права животных. Джон Стюарт Милл был философом, социологом, экономистом и политическим деятелем, влиятельным автором социальной теории, политической экономии. Его концепция свободы оправдывала свободу личности, противовес неограниченному государственному контролю. Милл продолжал традицию Бентама продвигать и защищать утилитаризм. Книга Милля «Утилитаризм» представляет собой философскую защиту утилитаризма. Джон Стюарт Милл был защитником свободы слова и противником цензуры. Проявил себя как теоретик демократии, причем не только политической, но и экономической. Джон Стюарт Милл был противником рабства, выступал за права женщин, был первым парламентарием, поднявшим вопрос о женском избирательном праве. Генри Сиджвик был философом и экономистом. Он занимался утилитарной этикой и был первым президентом общества по психическим исследованиям. Был членом метафизического общества и продвигал идеи по высшему образованию для женщин. В философии и экономике был сторонником утилитаризма. Своей целью он видел ответ на вопрос, способна ли этика предложить такую концепцию морали, которую смог бы принять каждый мыслящий индивид. Он выдвигал 3 вида конечных оснований действий индивида. Первый – счастье или удовольствие. Под удовольствием Сиджвик понимал то чувство, которое испытывает индивид, когда получает то, что, по крайней мере, принимается им за желаемое или в случае сравнения за предпочтительное. Второй – совершенство. И третий – долг. Эти различные основания, в свою очередь, определяют 3 основных этических метода: интуитивизм, эгоистический гедонизм и утилитаризм, универсальный гедонизм. Наибольшее развитие в современных обществах получил, по его мнению, эгоистический гедонизм, который опирается только на личное
счастье. Сиджвик выделял несколько источников счастья: здоровье, богатство, дружба и семейные связи, известность и социальное положение, власть, интересное и благоприятное окружение и развлечения, в том числе удовлетворение, любви к знаниям. Как область абсолютного идеализма, британский идеализм был философским течением, которое было влиятельным в Великобритании с середины XIX века до начала XX века. Важными представителями были Томас Грин Хилл, Фрэнсис Герберт Брэдли, Бернард Бозанкет, Джон Элис Мактаггарт и другие. Два британских философа, такие как Джордж Эдвард Мур и Бертран Рассел, изначально придерживались этого философского течения, а затем выступили против него, создав новаторскую аналитическую философию. Британский идеализм в целом был отмечен несколькими широкими тенденциями. Верой в абсолют, единую всеобъемлющую реальность, которая в некотором смысле образует связанную всеобъемлющую систему. Отводом высокого места разуму как способности, с помощью которой постигается структура абсолюта. И фундаментальное нежелание принимать дихотомии между мыслью и объектом. Британский идеализм находился под влиянием Гегеля, по крайней мере, в общих чертах. Привет! Тема «Британская философия» – это 4-я и последняя часть. Стоит указать сразу, термин аналитический указывает на эталоны ясности, точности и строгости мышления, которые стремятся осуществить представители данного направления философии. Аналитическая философия была основана на традиционном британском эмпиризме, правда обновленном с учетом новых разработок в области логики. И главную роль в этом сыграл немецкий математик Готлоб Фреге. Джордж Эдвард Мур – английский философ, один из основателей аналитической традиции. Он возглавил британское восстание против идеализма на рубеже 20 века вместе с Бертраном Расселом, хотя Рассел более известен тем, что он заявил, что на самом деле именно Мур проложил путь к этому. Сегодня Мур наиболее известен своей защитой этического нон-натурализма, своим акцентом на здравый смысл в философском методе и парадоксом, носящим его имя. Им восхищались многие философы, но сегодня в основном он неизвестен за пределами академической философии. Эссе Мура известны его ясным осмотрительным стилем письма, а также методичным и терпеливым подходом к философским проблемам. Он критиковал философию за отсутствие прогресса в ней. Он часто хвалил аналитические рассуждения Фалеса Милетского, древнегреческого философа. Мур считал рассуждения Фалеса одним из немногих исторических примеров философских исследований, приведших к практическим достижениям. Среди его наиболее известных работ книга «Принципы этики» и такие эссе, как «Опровержение идеализма», «Защита здравого смысла» и «Доказательства внешнего мира». Он был президентом Аристотелевского общества с 1918 по 1919 год. Бертран Рассел возглавил британское восстание против идеализма в начале 1900-х годов вместе с Джорджем Эдвардом Муром. Он находился под влиянием Готлоба Фреге и был наставником Людвига Витгенштейна. Он широко известен как один из ведущих логиков 20 века. Бертран Рассел в соавторстве с Альфредом Нортом Уайтхедом написал «Принципы математики», тем самым создал попытку вывести все математические истины из набора аксиом, используя правила вывода символической логики. Его философское эссе об обозначении считается парадигмой философии. Обе работы оказали значительное влияние на логику, математику, лингвистику, философию. Теория дескрипции Рассела оказала глубокое влияние на философию языка и анализ определенных описаний.
Более подробно, теория утверждает, что для проведения логического анализа текстов необходимо преобразование описательных выражений естественного языка, названных Расселом дескрипциями, в логически корректную форму. Это в соответствии с мнением Рассела вернет здравый смысл реальности и философии. В противном случае, из-за исходно неверной посылки при анализе предложений возможны логические парадоксы. Причем необходимо помнить, что все наше знание, как знание вещей, так и знание суждений, строится на знании и знакомстве, как на своем фундаменте. То есть, если человек имеет дело с незнакомыми вещами, то не исключено, что он будет говорить и думать о фактах, не имеющих места в реальной жизни. Использование методов теории дескрипции позволяет, проводя логический анализ, обнаружить проблемы, связанные с использованием языка. При этом задача философского исследования сводится к проведению глубинного логического анализа языка, проникающего под поверхностную грамматику, фиксирующего подлинные языковые структуры. Сам логический анализ при этом завершается только тогда, когда исследователи доходят до простых символов и, следовательно, до простых объектов. Рассел был выдающимся активистом, он выступал за свободную торговлю и антиимпериализм. Рассел попал в тюрьму за свою пацифистскую антивоенную активность во время Первой мировой войны. Позже он проводил кампанию против Адольфа Гитлера, затем критиковал сталинский тоталитаризм, нападал на участие Соединенных Штатов Америки во Вьетнамской войне и, наконец, стал ярым сторонником ядерного разоружения. В 1950 году Расселу была присуждена Нобелевская премия по литературе в знак признания его разнообразных и значительных работ, в которых он отстаивал гуманитарные идеалы и свободу мысли. Альфред Джулс Айер был британским философом-аналитиком, известным своим продвижением логического позитивизма, в частности в своих книгах «Язык истины и логика» и «Проблема знания». Философия обыденного языка – это философская школа, которая рассматривает традиционные философские проблемы, как коренящиеся в недоразумениях, которые философы развивают, забывая, что означают слова в их повседневном употреблении. Такой подход обычно предполагает отказ от философских теорий в пользу пристального внимания к деталям повседневного языка.